Добрый вечер. Давайте поблагодарим Аллу Баркову за диджей-сет, который она нам представила. Всем спасибо, что пришли. Хочу представить нашу команду. Меня зовут Анна, это мой партнер Лана. Мы представители промо-группы Black Berlin Studio. Также являемся главными организаторами Techno Music конференции Making a Beats. Наши главные партнеры — это SOULLIVEFM. Также сегодня наши участники... это Yaya, Leone из Лондона, Yaya Garcia, Project Gestalt Берлин, и их переводить будет Надежда. Добрый вечер. Мы представляем Black Berlin Studio, как Настя уже сказала. И мы хотим сегодня собрать очень интересных людей. Мы привезли артиста из Берлина, из Лондона, и через какое-то время с нами на связь выйдет артист-продюсер, да? Извините, пожалуйста. Значит, суть нашей конференции — это объединить интересных людей, различных артистов в единое для того, чтобы мы смогли как бы вживую вместе узнать что-то новое, передать свой опыт другим людям, которые, например, не могут позволить себе путешествовать много или жить в другой стране. Для начала сегодня мы познакомимся с нашими друзьями. Это Interview Woods, промо-группа из Лондона. Это очень интересные ребята. Буквально с прошлого лета они охватили около 2000 людей, только лишь практически без любой коммерции, без какой-то рекламы, в основном только Facebook, в самых неожиданных местах Лондона, например, как под мостом или в заброшенном здании бывшей фабрики. Это немножечко для Лондона очень странно, потому что Лондон является коммерческим городом, где все вечеринки оплачиваемые, да, то есть ты можешь купить билет буквально за 2 минуты, там нет фейс-контроля и довольно очень скучная публика и очень однотипные клубы в Лондоне. Но при этом хороший лайнап и дорогие диджеи. Interview Woods — это ребята, те, которые пошли другим путем. У них нет звездного лайнапа, но при этом они собирают огромное количество людей. Мы сейчас посмотрим быстро промо-ролик и также свяжемся с их основателем Крис Ходсон в Лондоне буквально через 5 минут. Расскажет, как он за такое короткое время собрал такое огромное количество людей и поделится, возможно, некоторыми секретами, как это происходит в Лондоне и какие люди в Лондоне тусуются и почему это интересно.
нам займет где-то буквально 2 минуты, чтобы с ним соединиться по скайпу, поэтому просим прощения. Также мы планируем привезти Into the Woods летом и с ними организовать вечеринку в каком-то интересном месте в Москве. Просим прощения, это займет какое-то время. Извините, пожалуйста, у нас небольшие недопонимания с артистом. Он не может почему-то соединиться. Тогда мы сейчас немножечко изменим лайнап и позовем к нам артиста из Лондона, Yaya, который является продюсером. Который является продюсером и редактором в Лондоне различных видеогрупп, таких как Iron Maiden и точно так же техно различных композиторов. Yaya, please can you come?
Hi, good evening. Да, всем привет. So, my name is Yaya. I mainly work as a film editor in different. I do music videos, I do TV drama, films. А, ну, я, да, уже представился, его зовут Яя, он работает редактором, работает в монтаже по различного видео, например, это может быть как анимация, могут также различные фильмы для BBC. Yeah. Да? Yeah. Yeah. So today I wanted to talk about a bit to explain about what film editing is and how it's important to any video production that you're going to do. I think video is something that visuals and music is something that has very strong connection. So and everybody who would like to use that in what they do, a few things that maybe to keep in mind. Сегодня он нам расскажет, да, немного о производстве, о монтаже видео, и как раз говорит о том, что между видео и музыкой есть определенная связь, да, то, что видео очень важно для музыки, потому что позволяет как раз визуально запомнить то, что вы посмотрели, то, что вы услышали. So first I'll start by saying that some quotes from famous directors. Orson Welles said, "The notion of film editing is the invention of critics." You You wanna- will you show this on the screen? Maybe it's better. Technical. Okay, I'll try. Да, Cool, сейчас лучше, да, чтобы на экране было, потому что Then I'm not- я подготовила на самом деле слайды. Да, then I can't read. потому что он начинает сейчас с цитат известных режиссеров, да, вот Кубрик, Орсон Уэллс сейчас будет. Да. To something else. Yeah, just give the guys the opportunity to fix it, yeah? Because it was already on the screen. It But should be then okay. I can't read. You cannot read here. Yeah. 'Cause then But maybe you can try to read from here. Is it okay? so- You should select the... Вы можете сделать, чтобы дублировался экран. No, that's not. No, that's not that. No, no. It's No, no, the, no, no, no. the PowerPoint. Settings. Open the settings. Display. Anyway, Mirror displays. It's okay. I don't want it to be mirrored now. We'll just continue like that. Yeah. I'll skip this. Okay. So Yeah. stand next to me. Okay. Okay. Just say a little bit louder maybe because some people can understand yeah. English here, so they can listen to it directly. Okay. Okay. So, what is film editing? Да, вот что касается самого монтажа, да, видео. So, if you think about in the most simple way to explain it, it's putting the right shot in the right place for the right amount of time. Сама суть, да, монтажа видео — это поставить нужный кадр в нужном месте в нужное время. В принципе, вся суть. It sounds simple, but there's a lot that goes into deciding what is the right shot, the right place, and the right time. Звучит легко, да, но на самом деле очень важно определить, да, что является в данный момент именно, правильным местом, правильным временем. I think of it, it's like the heart of making a film. It's not something that usually you see in a person or not the first thing you notice about them. Он сравнивает, да, это как бы с сердцем на самом деле, то есть это не видно, это не слышно, непонятно, но это, да, самое важное. You got your hands, you got your legs, you got your mind, and you got your heart that pumps blood and oxygen to enable all these important parts of your body to work. And that's really how filmmaking is functioning in any moving image production. Ну, как раз, да, очень хорошая метафора, сравнение с организмом, да, с человека. Есть руки, ноги, голова, и есть сердце, которое как раз пускает кровь, циркулирует и заставляет весь организм, двигаться. Вот то, что является вот этим монтажом видео.
Um, Now I think that everybody in here are people who are interested in music and people who are interested in visuals, and we naturally respond to certain things that make us excited. Ну, все здесь собрались, да, ну, любители или в любом случае люди, которые слушают музыку, как-то связаны с музыкой и связаны с фильмом, ну, как раз это вот эти визуальные моменты, это то, что заставляет нас каким-то образом чувствовать себя, да, восторженно, что ли, балдеть. And when if we talk about techno music, so a lot of the times the things that work well with that kind of music are images or visuals that correspond in a very accurate and very precise way with the music. Что касается техно-музыки, да, как раз все вот эти визуальные ряды, которые часто сопровождают вечеринки, это, ну, да, то, что, ну, это, ну, как раз тут такие кадры, такие моменты, они точно определены для того, чтобы под такую музыку подходить. Да. So they work directly with the music. Да, они, такие визуальные ряды, они как раз работают напрямую с музыкой. But the most important thing that I'd like for people in here to understand today is that it doesn't matter what kind of format or medium you're working in, you always need to think about story, even if your work is very abstract. Ну, неважно, да, на самом деле, в какой области вы работаете, ну, имеется в виду, да, музыкальной, любой художественной. Самое главное, как считает Яя, в этом моменте это история, да, показать историю даже в самом абстрактном стиле. Yeah, so the story is something that evolves over time and you don't really notice it straight away. It's not that thing that's going to cause you to laugh or to be afraid or... It's not. It's not, yeah. Okay. I mean, it's not a funny moment. It's not a scary sound effect that scares you. It's something that is dynamic. It goes throughout your piece and making the overall quality of what you create high or low. Вот как раз вот эта вот история, она должна развиваться, да, то есть это динамика, это не то, что вот прямо, это не то, что идет прямо, это не то, что заставляет вас, не знаю, сразу смеяться или сразу пугаться, например, оно должно иметь свое развитие. Yeah, so I mean, at the end of the day, you can have a lot of gimmicks and things that are going to grab people's attention, but they're going to judge the overall experience through the story that you tell them and what kind of stories you tell them, and not those little moments in it. Ну, как раз то, что будет вообще завлекать, увлекать людей, это не какие-то определенные конкретные моменты, люди этого все равно не запомнят. А в конечном итоге это как раз вот, ну, вся вот эта история, которая им запомнится на протяжении того, что они видели. And for that you need to remember three main things. И здесь я определяю три важные вещи, три важных момента, да. Whose point of view is it, which means who's telling the story. От чего лица это ведется, да, чья точка зрения выражается, это первое. What is the story about? О чем сама история. And who the story is being told to, who is the audience. И какова аудитория, да, кто эту историю услышит. Yeah, so if we think about this event, for example, there are a certain amount of stories that can be told in here. Если взять как пример сегодняшний вечер, всех нас, то есть, ну, определенные, да, например, истории, которые могли бы быть рассказаны. And that's completely a matter of perspective. So at the moment, there's a lot of different stories happening in this room. Все зависит, да, вот с какого угла на это посмотреть, потому что в данный момент здесь происходит, ну, с точки зрения Яи, да, очень много историй. It could be a story told by me about editing, and the audience is you. История, которую рассказывает Яя вам, да, как аудитории, это вы. Yeah. It could be a story told by you
to about this event to a friend who wasn't here later. Ну, либо это уже вы, которые рассказываете историю о данном мероприятии своим друзьям, которые придут позже, или которым вы расскажете позже. Yeah, or it could be a specific story about one of you who's having something completely else going on now at this moment. Ну, или если есть определенные индивиды, которые на самом деле пришли сюда и переживают в голове какой-то абстрактный, не относящийся к мероприятию момент, и переживают это в своей голове, например. You always have to keep those three things in mind because that's going to change where the camera is going to be placed and what size of frame you're going to be used in your film. Нужно всегда помнить об этих трех моментах, да, кто рассказывает, кому рассказывает, что рассказывает, потому что от этого будет зависеть, да, куда направлена камера и вообще какие рамки будут использованы под это дело. So, for example, if it's a story about that blonde girl in the glasses over there, so there'll be a close-up on her, for example. Да, если бы у нас сейчас была камера, мы бы вот сфокусировались, да, сейчас на девушке в очках, да, с русыми волосами, и бы писали бы историю про нее. Да, фокусировать бы на ней, да. If it's a story about me telling you about editing, the camera will probably be behind you, so you can see a wide frame of me and you in the foreground. Yeah. Ну или наоборот, да, камера с той стороны направлена на нас, да, снимает Яю, которая рассказывает вам все это дело. I'm going to try to make this short. No, that's, Are you nearly ready? yeah, that's okay. Yeah. Yeah. Okay. I think the thing about stories is they don't only take place in the mind of the person who's telling them. They also take place in the mind of the person who's listening. Ну да, здесь как раз момент связи, да, между тем, кто, ну, рассказывает историю, и все это действие происходит не только в голове человека, который это все создает, но, естественно, в этот момент тот, кто слушает, да, тот, кто это видит, переживает, это все в своей же голове, да, происходит такая связь. And that's what makes things where things gets really interesting because it makes people connect over a form of art. Ну да, таким образом вот как раз люди соединяются, все это сливается в такой экстаз искусства, да, связь между людьми, которые смотрят, которые рассказывают. So always think about meaning. What is the meaning of what's going on in the story and how people will interpret it. Всегда думайте о значении этой истории, да, и каким образом люди будут интегрированы в эту историю. And the thing about movies is that, or stories, that they don't need to be real. They need to be how people think that, what people think that it's real. So if your audience thinks that something is real, that's how you create the world around it. Yeah. Ну и можно на самом деле, да, создавать не то, что на самом деле действительно существует, потому что это, ну, не важно создавать, не столь значимо создавать именно реальное, потому что все зависит от того, что именно человек будет воспринимать потом реальным. Yeah, because the meaning is completely open to interpretation, and different people will understand things in different ways. Значение вот этой истории, оно открыто различным интерпретациям, да, каждого человека, который будет вникать в эту историю. Вот и все. Yeah. Now, to make things fun and engaging, you need to let people do some of the work. Для того, чтобы вообще людям это было интересно, да, каким-то образом, чтобы они получали от этого удовольствие, нужно, чтобы они принимали в этом участие. So you provide them some information to tease them, but you don't give them the whole story at one time. То есть вы, да, порционно даете людям какую-либо информацию, вы сразу все не выдаете, таким образом они оказываются вовлеченными в развитие истории. So basically you leave some gaps of information and make them complete it. In that way, they become an essential part of the story, and it makes them feel engaged and happy.
Да, оставляйте как раз им простор для размышлений, и таким образом как раз они становятся частью этой истории. Они сами начинают потом заполнять, так скажем, недосказанное, да, недопоказанное, ну, режиссером, создателем. It's a bit like, you know, this connect the dots drawing. Да, ну, да, это как бы образ того, как мы соединяем точки, да, нужно соединить все точки. So you don't want it to be too difficult for people to give up, but it needs to be fun, so they can have fun with it. And even if you make like a simple, you try to connect the dots, and it turns out a very basic photo, you're still going to feel very proud of your achievement and happy that you managed to do it. В общем, если это слишком сложно, то человек, да, попросту говоря, может, ну, забить на это дело. Вот, поэтому необходимо, то есть, ну, важно сделать это не столь сложным, больше говоря, простым, чтобы человек смог завершить, да, завершить это соединение этих точек, ну и почувствовать в конце концов, да, о, я это сделал, я это понял, о чем вообще шла речь.